Всем привет, это я, Летчик. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас очередные шторные лайфхаки. Надеюсь, вам будет интересно. И поехали! Итак, сегодня будем делать полностью самодельные карнизы кафе. И очень часто производственные карнизы кафе вы не можете найти, они у вас не продаются в городах, а дома хочется повесить вот такие шторки, как я показала на экране. Поэтому еще в прошлом видео я разработала для вас разные варианты на клейкой основе кронштейны и самодельные карнизы. И многие писали, что они не доверяют ни липучкам, ни присоскам, ни любой клейкой основе. Поэтому я вам покажу карнизы кафе, которые можно прикрепить к окну. И для начала я вам покажу еще один производственный карниз кафе. Вы его можете найти в магазинах по карнизам, по шторам. А уже если вы не найдете, то уже смотрите видео дальше. Этот карниз состоит из двух трубок, то есть он телескопический, у него откручивается наконечник. И есть вот такой кронштейн, который прикручивается к оконной раме. Карниз вщелкивается в кронштейны сверху, и сейчас покажу, как это работает наглядно. Берем кронштейн, ставим метки, где должны быть саморезы, рассверливаем сначала сверлом на двоечку, и потом уже вкручиваем наши саморезы. Что самое интересное, в комплектации всегда дают неправильные дюбеля и неправильные саморезы, мы их не используем. А берем вот такие маленькие аккуратные саморезы, как я показала на экране. Прикручиваем кронштейн с правой стороны и с левой стороны. И что интересно, эти карнизы кафе, они намного крупнее, чем те белые, я их потом немножко попозже покажу. И у них размер идет 50, 80 и 100. И, соответственно, они расширяются еще где-то на 20 сантиметров. И вот таким образом мы их одеваем в кронштейны до характерного щелчка. Так как диаметр трубки с правой стороны и с левой разный, нужно будет там, где трубка поуже, зажать кронштейн, чтобы он тоже вщелкивался. Вот вам уже знакомый карниз кафе и те самые пяточки на клейкой основе, но в комплектации всегда, кстати, дают не эти пяточки, а дают специальные уголки. Сейчас покажу, как их устанавливают и как они выглядят. Эти карнизы кафе редко продаются поштучно, обычно они идут в комплектации 2 штуки, и, соответственно, к ним идет вот таких вот 4 уголка с резьбой. Я их присверливаю обычно там, где сходятся штапики на углу окна. Мы сначала делаем небольшое отверстие с помощью двоечки, то есть сверло на 2, и потом уже вкручиваем наш крючочек. Точно так же я устанавливаю и в стеклопакет. Если вы будете шить штору песочные часы, то получается крючки должны смотреть 2 пары вверх, 2 пары вниз. Есть видео по технологии пошива песочных часов, ссылка будет в описании. И вот теперь мы добрались до полностью самодельных карнизов кафе. И первое, что я сделала, я пошла в строительный магазин, там, где продается все для сантехники, и добыла вот такой однорядный кронштейн для пластиковой трубы. Обычно он нужен для того, чтобы прижимать трубу к стене, а мы его используем совсем по другому назначению. Ориентируясь на угол штапиков, я прикручиваю вот этот вот кронштейн. Саморез нужно взять покрупнее шляпкой, чтобы он не проваливался через отверстие в кронштейне. Затем берем трубу нужного диаметра, спиливаем столько, сколько нам нужно по размеру. И, в принципе, у нас карниз кафе готов. И мне кажется, что он даже прикольнее получается, чем оригинальный. Остается просто вщелкнуть в эти кронштейны, и у нас получается вполне рабочий карниз. Держится намертво. Вы можете сделать такую же конструкцию еще по низу окна, чтобы натянуть тюль. А теперь смотрите дальше, как я развила эту тему. У меня была труба от пристенного карниза, то есть обычный кованый карниз, да. И она у меня белого цвета. Я взяла сатиновые наконечники, прикрутила. Очень даже прикольно все вщелкивается, то есть полностью все рабочее. И можно взять какой-нибудь наконечник, даже интересный, и даже взять кольца и прищелкнуть тюль вообще по-другому. И вы в этом случае сможете легко двигать штору вправо-влево. То есть я постоянно показываю, как тюль можно одеть в трубу, но вот можно, видите, по-другому сделать. Очень даже классно получается. Соответственно, я развила эту тему еще дальше. Я взяла двойной кронштейн, допустим, первый ряд на кольцах, чтобы висел тюль, а сверху можно повесить портьеру и на магнитике, допустим, убрать в бок. Это будет очень прикольно и очень интересно. То есть у нас получилась
конструкция штор день-ночь. Хочешь, убрал портьеру, хочешь, оставил портьеру. То есть получается, что жалюзи вообще не нужны. В том же строительном магазине можно найти вот такие вот штучки. Я даже не знаю, как они точно называются. Они нужны для того, чтобы можно было на хомутах закрепить что угодно. Любые провода, либо какие-то трубы. У них есть с обратной стороны хорошая клейкая основа. И вот я взяла их и хомутики. Хомутики самого маленького размерчика. И сейчас показываю приблизительно, как это работает. То есть вы через центральную часть можете хоть крест-накрест протягивать вот эти хомуты и крепить то, что вам нужно. И сейчас покажу, как мы это будем приспосабливать. Тоже на уголочке, ближе к штапикам, я креплю наклейку основу, вот этот вот квадратик. Протягиваю хомутик. И первым вариантом я беру деревянный штапик для окон. И, соответственно, его закрепляем на хомут. Потом хвостик мы обрезаем, и у нас уже рабочая конструкция. Желательно хомуты не затягивать до конца, чтобы вы могли двигать конструкцию вправо-влево. То есть, чтобы вы могли одевать штору, снимать штору. И наш самодельный кронштейн получился совсем такой минималистичный, очень незаметный, аккуратный. И, как я говорила, штапик можно покрасить в нужный нам цвет. Но я хочу этот наш кронштейн закрепить. Единственное, есть нюанс. Нельзя передавливать саморез. А так все хорошо. И вот таким образом должна выглядеть конструкция, пока без штапика. Снова беремся за наш хомутик, затягиваем слегонца и все лишнее срезаем. Теперь смотрим следующий вариант. И берем нашу трубу из отдела по сантехнике, закрепляем на более крупный хомут, одеваем нашу штору в трубу, то есть либо вот таким образом, либо, как я показывала, на кольцах. И получается снова замечательная конструкция. Есть еще один интересный вариант. Покупаем вот такие вот уголочки. Все-таки они металлические, поэтому вариант получится более надежный. И крепим его крупным таким саморезом по дереву в раму. Точно так же в уголочек, как я обычно и показываю. А теперь снова в игре наши любимые хомутики. И мы создаем такое кольцо импровизированное для того, чтобы закрепить наш карниз, так сказать. Вот так в голом виде это выглядит. Но сначала у меня была другая версия, которую я придумала. Я протянула через оба отверстия хомут и закрепила его с обратной стороны. Потом я взяла саморез потоньше, и когда я его вкручивала, он шляпкой все время мне срезал вот этот хомут. Поэтому от этой идеи я отказалась, взяла нормальный обычный саморез, взяла хомутик подлиннее для того, чтобы закрепить, например, трубу вот эту белую, пластиковую. И получился вполне рабочий, хороший, качественный кронштейн, который очень хорошо держит вот эту трубу. То есть тоже ее не нужно затягивать до конца. И фишка именно этого карниза, что ткань не будет залипать прямо к окну. Возможно, многим понравится эта идея, особенно тем, у кого потеют окна. Такое часто бывает на кухне, либо в ванной комнате. В общем, берите на заметку, кому нужно. А я очень довольна этой конструкцией. Ну, посмотрите, это же гениально! Следующая идея максимально простая. Нужны вот такие пластиковые белые фишки, и в них вставлен еще на производстве вот такой металлический гвоздик. Они нужны для того, чтобы прокладывать провода вдоль стен. Вы можете их найти тоже в любом строительном магазине. И предварительно я рассверливаю двоечкой отверстие, чтобы гвоздик хорошо зашел. Делаю, так сказать, направляющую. И забиваем, но не до конца, этот гвоздик, чтобы потом можно было двигать наш псевдокарниз, то есть нашу трубу. Дальше мы одеваем шторочку, и у нас все работает. То есть вообще максимально просто. Я не знаю, если можно заменить, например, этот гвоздик на тонкий саморез. Так, наверное, будет держаться лучше. И как вариант вот несущий, вместо штапика можно взять вот эти стойки для поддержки цветов. Например, от орхидеи. Эти палочки крепкие, поэтому все будет держаться хорошо.
хорошо. Ну что, друзья, пока на этом все. Надеюсь, вам много что понравилось. Напишите в комментариях, что именно, и что вы будете использовать, что вас удивило. Под этим видео я оставлю ссылки на все мои видео по шторным лайфхакам, чтобы вам было удобнее. И я надеюсь, я заслужила пальчик вверх и подписку на мой канал. Проследите, чтобы красная кнопка стала серой. Жмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего хорошего, счастья, любви вам, добра. До новых встреч и пока!